Dime, ¿cuántas veces me volviste demente? Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Dime, ¿cuántas veces me volviste demente? Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Ребятки, самый быстрый и дешевый способ добраться с аэропорта — это на аэробасах. С терминала 2 идет А2, с терминала 1 идет А1 автобус. В аппаратах есть русский язык. Покупаете, если вам надо, в один конец или туда и обратно. Билет 5,90 на одного, на двоих 11,80. Покупаете, можете картой, можете наличными. Все очень просто. Ой, мы записываем же уже. Ребята, привет! Ребятки, привет! Мы в Барселоне. Да, мы в Испании. И у нас топ мест Барселоны, которые мы успели посетить за 3 дня. И давайте подробно, что почем, сколько стоит и сколько на это нужно времени. Погнали! Ребята, есть 2 варианта купить билеты в Саграду Фамилию. Можно купить непосредственно в кассе, но здесь уже собирается очередь. Мы купили заранее билеты в интернете онлайн. Билет стоит 26 евро с аудиогидом. Мы прошли достаточно быстро, очереди не было. Вообще Саграда считается символом Барселоны, и она уже очень долго строится, больше 137 лет. И говорят, что хотят закончить к 2026 году, но мало верится, да. Ребят, по городу можно передвигаться на общественном транспорте, он очень хорошо развит. Есть метро, трамваи, автобусы, но мы выбрали немножко другой способ. Это туристический автобус. Есть 2 компании: Барселона Бас Туристик и Барселона Сити Тур. Мы выбрали Барселона Сити Тур. Билеты также можно купить онлайн, либо вот в таких киосках. Один из таких киосков есть прямо напротив Саграды. В принципе, карта маршрута есть в любом из таких вот красных киосков. Барселона Тур. И в киоске он стоит чуть дороже, 40 евро. А на онлайн, если купить онлайном на сайте, 36 евро. Этот билет действительно 2 суток, 36 евро. По маршруту есть 2 линии, красная и зеленая. И в течение 2 дней вы можете пересаживаться с маршрута на маршрут, выходить, заходить где вам угодно, где вы увидели какую-то достопримечательность. Ну, погнали посмотрим, что там. Следующая остановка по нашему автобусному маршруту – это парк Гуэль. Очень прикольное место. Развеяться, отдохнуть от городских будней, вообще просто подышать свежим воздухом. Очень интересная локация, пряничные домики, красивая природа и строения необычные вообще. По ценам. Значит, билеты мы хотели купить на сайте, но на сайте показалось, что нет свободных билетов. На наше время запланированное. Поэтому мы решили купить билеты прямо в кассе здесь при входе в парк. Билет стоил 10 евро с человека. Гуляй сколько хочешь. Ребятки, предлагают вот такие вот туры на велосипедиках. How much? Можете за 10 евро отсюда до Саграды добраться. Либо сделать маршрут за 25 по Барселоне. Ребятки, еще одна локация – это гора Тибидаба. Очень интересно наверху, есть… Большая смотровая площадка и храм Христа. И даже стоит телевизионная башня. Кстати, чтобы сюда добраться, наш туристический автобус не подъезжает прямо сюда, поэтому мы пересели на 196-й. И он нас привез прямо к фуникулеру, который поднимет нас на гору. На вершину. Ребятки, невезуха. Фуникулер не работает только по выходным дням. А нам надо туда наверх. Поэтому мы берем такси и едем за 10 евро наверх. Другой дороги нету. Там можно подняться наверх прямо к Иисусу.
Ну что, Ирка, твои впечатления? 572 метра над уровнем моря. И я тебя люблю. Кстати, этот фильм тоже снимали в Барселоне. Тибидабо с латыни переводится как «тебе даю». Фуникулер, к которому мы приехали в первый раз, он работает только по выходным. Он ведет к парку аттракционов. Но мы поедем вниз, на втором фуникулере, на который нас отвезет 111 автобус прямо от храма. Это минут 10-15 максимум, и поездка наша будет стоить в районе 1 евро на человека по карте Т-Фамильяр, которую мы приобрели. В любом метро спускаешься и прямо там в терминале покупаешь. Да, об этом мы вам расскажем чуть-чуть позже. Погнали дальше. А с Тибидабой вниз, на фуникулерчике втором, который работает, можно добраться очень быстро. Ребятки, когда выходите из фуникулера, сразу можно спуститься на метро. Очень удобно. Ребят, мы нашли в Барселоне магазинчик, в котором изготавливают вот такие печенья, как были в игре кальмаров. Кому сегодня что выпадет? Одна штучка стоит 3 евро. Вот такие вот печенюшки. Смотрите, какие классные. Зонтики, треугольники. А иголочку дают? Ребятки, и, конечно же, еще обязательно к посещению это улица Ла Рамбла. Тут много магазинчиков, барчиков, кафетериев, ресторанов. Это прогулочная улица пешеходная, на которой быть в Барселоне и не прогуляться здесь, просто. По этой улице можно добраться до памятника Колумба. Ну идем до Колумба. Как, Кирка, тебе путешествие по Барселоне? Отлично, но, между прочим, днем было очень жарко. Даже хотелось снять куртку, а некоторые люди ходили здесь даже в шортах, мы были в шоке. Да, немножко прохладненько вечером. А вечером очень прохладно, хочется накинуть шапку, шарф и курточки, очень хорошо даже. Даже если посмотрите на людей вокруг, все одеты абсолютно по-разному. Да, днем плюс 15-17, вечером плюс 8. Ну так, разница чувствуется. Даже с Рамблы, ребят, смотрите, видно храм сердца, Да. Тибидабо, где мы сегодня были. Если будет видно. Вон аж там наверху. Вот так. Да, видно. Здесь движение просто сумасшедшее. Мопедов, мотоциклов куча. Просто уйма вообще. И специальные улицы, специальные дорожки для велосипедистов и электросамокатов. Такое огромное количество мы электросамокатов еще не видели. Это национальный театр. В настоящее время его программа основана на широкоформатных шоу, мюзиклах, музыкальных концертах, эстрадных представлениях. Отлично, прикольное заведение. Надо сходить на какую-то программу, идем посмотрим. Ребятки, мы нашли одно местечко покушать. Эль Националь. Эль Националь — это, получается, сеть, как бы, ну, типа, несколько национальных кухонь в одном ресторане. Идемте посмотрим, что там. Должно быть интересно. Должно быть. Ну что, какую кухню мы выберем? Опять у нас, короче, невезуха. Блять, все рестораны почему-то у них здесь открываются только в 8 часов вечера. Блин, 2 часа ждать не вариант вообще. 7:30 этот открывается. Странное у них расписание, я вообще в шоке. Жалко, очень жалко. Пока можно аперитивы выпить. Ребятки, мы зашли наконец-то в ресторан, заказали покушать. В основном бургеры, пицца, вот, тесто. Но тут нам принесли, посмотрите, что. Здрасте. Он уже ее разрезал. Это была огромная ляжка ягненка. Большая была ляха ягненка, он ее разрезал.
Вот это, я думаю, будет вкусно. Давай, Ирка, попробуй. Скажи, что. Она даже с какой-то этикеткой, видишь? Оливки шикарные вообще. Оливки просто супер. Да, ребята, ресторан зачетный. Я не помню, как он называется. Аккорди де Арада. Вам всем приятного аппетита тоже. Наливайте чаек за вас. А на этой бирке на ноге у ягненка, оказывается, это дата, когда он был забитый. Мы только сейчас это увидели. Просто можно откусить по локоть руку. Супер. Огромная печь, он там реально раскладывает этих ягнят по кругу. Ребята, короче, нам еще комплимент принесли. Мы сами не знали, не ожидали, уже рассчитались. А он нам комплимент. Типа не уходите, попробуйте вот эту нашу наливку. Мы еще не знаем, что это такое. Ребята, чтобы вам было понятно, полиция штрафует даже девушку на самокате. Она переехала на красный цвет. Насчет билетов мы хотим вам рассказать. Вот в таких вот красных аппаратах можно купить билет за 10 евро на 8 поездок. И эти 8 поездок может использовать сразу 8 человек одновременно. Вот. Сейчас я вам покажу, как купить этот билет. Он называется Те Фамильяр. Заходим на английский. Overs. Те Фамильяр. 8 поездок. Выбираем. Вот, он стоит 10 евро. Вставляем карту. Так, вводим пин-код. Все, вытаскиваем, готово. Вытаскиваем нашу карту. Ждем. И вот наш билетик. Ближе к выходным туристов и вообще жителей, прогуливающихся по Рамбле, становится все больше и больше. За 5 минут вам сделают такую карикатуру. Кто любит велоспорт, можете взять на прокат велики, заплатить здесь картой и кататься по специальной дорожке велосипедной. Она здесь отдельная. Что самое прикольное, даже есть и светофоры специально для велосипедистов. Не знаю, сколько стоит, надо посмотреть, чтобы не обмануть вас. И вот все парковки отмечены на карте, где вы можете взять велик, оставить здесь или в любом месте. Ребятки, следующая локация у нас это дом семейства по фамилии Мила, дом Мила. В народе его называют Ла Педрера, что обозначает каменоломня. Из-за своего фасада снаружи он напоминал жителям проспекта каменоломню. Идемте поднимемся наверх, на крышу этого здания и посмотрим на эти дымоходы. Между прочим, это последний жилой дом, который построил Антонио Гауди. Необычные формы балконов. Эти билеты продаются за углом здания. Заходите внутри, здесь есть касса. Здесь дают вот такие наушники. Они входят в стоимость билета. Все входит в стоимость, аудио, гид. Есть русский. Прикольные крыши. Из всех домов интересно. Здесь, конечно, необычные дымоходы. Это все дымоходы. Давно я по крышам не гулял. Кстати, аудиогид здесь рассказывает очень интересно. Вот стоит сколько? 52 евро за двоих заплатили. За 2 евро? Да. Ничего себе, не Такое впечатление, что это застывший живой организм. Обязательно к посещению, очень прикольно. Мы сделаем отдельный ролик специально для вас, полный обзор внутри. Так что подписывайся и не пропусти новый видос. Рядышком с домом Милана находится касса Батло. Тоже прикольное здание.
прикольная архитектура и интересно внутри. Мы пойдем посмотрим, что внутри, сделаем вам обязательно отдельный ролик тоже, потому что сюда экскурсия не дешевая, и посмотреть есть что. И обязательно поднимемся на крышу. Тут по крышам гулять можно, вы даже не знали. Если вы обратите внимание, дом Батлио выполнен в форме чешуи дракона. И когда солнце попадает на вот эту мозаику, то лучи солнца играют на этой мозаике и, соответственно, меняется цвет здания. Билет стоит 1,36 евро. Вот цены на билеты. Ребятки, дом Батла. Не знаю, как вам, нам к посещению, в принципе, он понравился. Особенно последняя комната была Последняя прикольная. комната, это вообще пушка, Да. Крыша бомба. тоже интересная, кстати, фоточки зачетные. Ну и фото на балконе обязательно. Вот там вот наверху, на самом верху вы сделаете себе зачетное фото для Инстаграма или для ваших соцсетей. Да. Ну а мы погнали дальше. Рядом с домом Батло, Бальо, как это говорит, называют его испанцы, находится дом шоколадного магната. И там что есть внутри? Там есть кафешка, где можно выпить самый вкусный горячий шоколад в Барселоне. Идем попробуем. Пошли. Здесь можно и пообедать, кстати. Цены здесь всего лишь 9,50 за такое меню. Это все чудо мы заплатили 28 евро. Ну тут довольно-таки есть что покушать. У нас есть Хорошие порции. То есть тут такие вот нормальный такой роллы ролл. с семгой, и можно их подогреть. Они вообще холодные. Да, можно подогреть салат, причем Круассан, и шоколад. который мы будем кушать с горячим шоколадом. Ну вы наливайте себе чаечек, заваривайте. Всем приятного аппетита. Чтобы увидеть Барселону с моря, отправляйтесь на набережную Барселоны возле памятника Христофору Колумбу. Отсюда отходят туристические катера. Прогулка на катере длится 1 час и стоит 10 евро с человека. И пока мы в ожидании нашего катера, решили покормить чаек и рыб. Ну и меня, конечно. Это занятие, которое наверняка вас заинтересует. I can't let you go, baby. I just wanna tell you that. No, 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 no. Yeah. All of my friends say, girl, you better take care. 'Cause that man is trouble, you best beware. And though deep down, I know I might be headed for teardrops. Now that you got me started, I just can't stop. No, no. Ребята, прогуливаясь по набережной, вы можете видеть вот такие вот статуи, фигурки на воде. Очень прикольные, их много. Можно наблюдать, какие тут фуникулеры наверху, вот на башенке. Пойти покататься на них. Очень прикольно. А вдали там стоят судна на обслуживании. А вот, по-моему, наш катерочек подъезжает. Подплывает. Мы заходим на борт нашего корабля. Кстати, вот она, наша спасательная шлюпка. Шучу. Это называется тузик. Мы выходим в открытое море. Под этим мостом наш проход
прямо в открытое Средиземное море. Через час мы будем уже на Мальдивах. Большие суда, когда выходят, этот мост поднимают. Здесь тоже зрелище одно из красивых. Уху! Класс! Ребятки, мы с вами попадаем на уникальное событие, как разводят мост, чтобы проехала яхта с высокой мачтой. Вот она яхта, которая должна проехать, у нее высокая мачта. И вот разводится мост. Вау, он разворачивается. Вау. Вот такой поворотный механизм. Мы находимся прямо под этим мостом. И, пожалуйста, яхта проплывает. Наверное, были на рыбалочке. Все. Очень быстро. Супер. Фантастика. Ребята, новый день, новая локация. Мы добрались до одной локации под названием Парк Лабиринт. Почему мы сюда приехали, спросите? Что здесь делать? Мы решили на спор пройти лабиринт. Кто быстрее найдет выход. Мы приехали рано, здесь очень мало еще людей. Вход, кстати, стоил 2 евро 23 цента. Можно оплатить наличной или карточкой. Так, сюда или сюда? Куда? Куда? Куда идти? Очень просто. Но люди тоже пытаются найти выход. Я думаю, что сюда. Затем сюда. Опа, тупик. Обманули. Угу. Вот мы и нашли какой-то выход. Как это? Тебе понравилось? Ну, мне понравилось. Вроде бы такое развлечение простое, но... Как для детей. Радуемся, как дети. Ребяточки, Ирка выиграла. Так что Ставьте лайк. приз ее. Ставьте лайк, подписывайтесь. Локация интересная, если хотите погулять, побегать, найти выход из лабиринта. Поехали дальше, ребята. Нас ждет Монсеррат. Ребяточки, мы добрались до следующей локации. Это гора под названием как? Монсеррат. Монсеррат. Один из древнейших храмов в Испании. Сюда съезжаются очень много паломников, чтобы прикоснуться до Черной Девы. И за нашей спиной та самая лестница познания. К сожалению, она обнесена забором, и туда подняться нельзя. Но в интернете много фоточек. Когда не было забора, тут очень красивое место. Лестница познания, либо ее называли лестница в небеса. Лестница в рай. Но действительно подняться наверх было страшно. Ребятки, если вы заехали снизу на машине с севера Барселоны, вы можете остановиться на такой парковочке перед Монсерратом. Монсеррат наверху у нас получается. Есть вот такой фуникулер, который вас доставит прямо наверх на гору Монсеррата. Билет на фуникулер, вот этот желтенький, стоит 7,50 в одну сторону, 11,50 в оба конца. И вот так вы добираетесь на гору, наверх, прямо к Монсеррату. И в целом на Монсеррат мы потратили 2 часа времени.
Это у нас без поднятия на самый верх, потому что фуникулер был закрыт. Мы пешком не пошли. Наши ноги уже после такого путешествия не выдерживают. 2 дня таких активных прогулок по Барселоне дали о себе знать. В принципе, на Монсеррат стоит поехать. Очень интересно, красиво, виды прекрасные. А мы двигаемся дальше. I can't let you go, baby. I just wanna tell you that. No. А на улицу Рамбла лучше заходить со стороны памятника Колумба, потому что тут самое начало этой улицы, и все представления на этой улице начинаются отсюда. Чем выше, тем там меньше народу. Улица берет начало прямо за спиной Колумба. И еще, кому интересно, кто будет рядом с памятником Колумба, есть музей, морской музей Барселоны. Здесь представлены некоторые старые корабли. Если вам интересна эта тематика, вы можете сюда прийти. 10 евро стоит входной билет. В эту стоимость входит посещение музея. И на причале есть старый корабль парусный. Туда тоже можно зайти посмотреть его на экскурсию. Прямо вовнутрь корабля, да. Очень прикольно. Так что, если вам интересна морская тематика, можете не пропустить эту локацию. Здесь все, что связано с лодочками, кораблями и морем. Короче, вот так вот выглядела Барселона полвека назад. Сколько здесь людей. Мне интересно, управляла такой. Вот она, эта лодка вживую. Прикольная. Вообще капец. Вот это шедевр. Я в шоке. И он когда-то был на воде, даже не верится. И вот в эту же цену входит посещение этого кораблика. Вы можете здесь погулять, посмотреть, спуститься в каюты. Такой штурвал огромный. Все было... Сделай мне фоточку, сними меня красиво. Ирка, давай меня тогда. Ребятки, еще одно прикольное место – это океанариум. Здесь очень красиво, очень прикольно. Билет стоит 21 евро взрослым на 20 человека. взрослых. Ну, красивые аквариумы, красивые рыбы. Вау! Ребята, очень красивый аквариум, конечно. Советуем посетить. Здесь есть на что посмотреть. Ребята, у нас остался крайний день в Барселоне. Мы идем еще погуляем по центру. Посмотрим то, что мы не успели посмотреть, хотя вроде бы мы все успели. Некоторые домики есть такие очень есть интересные. Архитектура вообще Архитектура, да. удивляет на каждом углу. То вензеля, то какая-то вообще какой-то хай-тек. То просто кирпичик красный. Ребят, такое приятное чувство, когда не надо никуда бежать и просто гуляешь. Идешь, отдыхаешь себе, наслаждаешься погодкой. Не наступаем на какули. Ужас. Вот здесь за собаками не убирают в этой стране, блин. Но собак до хрена, а они ходят без пакетов. Собаки прямо на тротуар делают свое дело. По заявкам телезрителей мы вам покажем, как пользоваться городским автобусом. Куда вставлять этот талончик T-Family в автобусе. Нам нужен 47-й автобус. Наверху написано номер его. На некоторых остановках даже пишет время прибытия, иногда пишет. Через сколько будет автобус. Здесь не пишет, к Автобус сожалению. будет через 1 минуту, так пишет Google карты. Ждем 1 минуту. Нам ехать 6 остановок. Сейчас мы вам покажем, как Ирка Ола. на шару катается в автобусе. Так. Ну что, будешь платить за проезд? Ну да. И все? 1, 2. Вторая поездка. Да. Штраф 100 Отлично. евро, если не прокомпостируете билетик. Офигеть, дешево. Propera parada,
Обязательно строго везде в масках в помещении, в транспорте. Только на улице можно ходить без маски, то не все. В основном ходят в масках. Процентов 80 ходят в масках на улице, да. Ребятки, следующую установку пишет наверху на мониторе называется. Но если вы едете вечером, обязательно нажимайте на вашей остановке кнопочку, потому что он проедет мимо остановки, и вы просто даже не выйдете. 2 дня назад мы проехали 3 своих остановки. Думали, ну, наверное, везде останавливаться на каждом мосту. Нифига. Нужно подойти и нажать кнопочку, только потом он остановится. Мы двигаемся в сторону готического квартала. Мы были здесь вечером. Заснять, конечно, не очень получилось. Поэтому мы пришли сюда второй раз днем. Ребят, небольшой лайфхак. Напротив храма Святой Евлалии находится гостиница «Колон». Вы можете подняться в ресторан, который находится на крыше гостиницы, взять себе чашечку кофе, либо бокал кавы. И полюбоваться прекрасным видом на этот храм. Учтите, что ресторан открывается с 12. Вот они, горгули наверху. Горгули. Они по всему периметру. Билет в храм стоит сколько это? 10 евро в кассе, в интернете 9. Мы здесь разорились. Взяли на целый евро дороже. На лифте поднимаемся на крышу храма. Ребят, знаете, что нам больше всего понравилось в Барселоне? Это то, что есть возможность подняться на крышу практически любого здания, только нужно знать где. Да, это точно, прикольно очень. Если вы пойдете в сторону готического квартала, вы можете здесь найти один очень необычный почтовый ящик. Вот с такой вот милой черепашкой. Вы можете дотронуться до нее и загадать желание на успех. Ласточек не обязательно трогать. Как гласит одна легенда, почта доставляется так быстро, как летают ласточки, но в реальности она доходит так медленно, как ползет черепаха. Тут же можно зайти в дом архиепископа. Здесь есть вот такой прекрасный внутренний дворик с фонтаном. В каждой детали своя история. Сейчас мы приближаемся к одному таинственному мостику. Мостик поцелуев. А еще его в народе называют мостик вздохов. Вот так вот прямо увидел, так вздохнул, удивился. Ну, посмотрите, какая красота. Как гласит одна легенда, нужно взяться за руки, пройти под этим мостиком и посмотреть, подняв голову наверх, на череп, проткнутый кинжалом. И загадать желание, которое обязательно сбудется. Ребята, а еще мы узнали, что именно в этом квартале снимали знаменитый фильм «Парфюмер». Именно здесь передается вся та атмосфера готики, которая показана в фильме. Ребяточки, по дороге в готическом квартале мы случайно нарвались на киношников. Они снимают здесь фильм какой-то. Мы не знаем какой, но здесь сейчас будет какая-то сцена. Если увлекаетесь масками, можете зайти в магазин сувениров и приобрести одну из 1000 масок здесь. О, как мне такая идет? Ой, прикольно.
площадь мы вышли? Гуляя по готическим кварталам, мы вышли на Королевскую площадь. Самое примечательное то, что на этой площади никогда не жили короли. Но Здесь она выглядит прикольно. очень прикольно. Это раньше была торговая площадь. Сейчас здесь ресторанчики. 3 двора фонтана очень красивые. И по краям этого фонтана стоят 2 известных фонаря, которые тоже выполнил Антонио Гауди. Шоу мыльных пузырей. Кто-то поет, кто-то танцует, кто-то вот пузыри пускает. И обязательно погуляйте по набережной. Красивые яхты стоят, обалденные. И парусные, и моторные, какие хочешь, там, катамараны. Просто заглядение. Смотрите, люди плавают. Февраль месяц, человек плавает. Закаленный. Этот звук морского прибоя. Давайте посмотрим, ребята, на эту красоту сверху. Так, что у нас там? Слышно меня или нет? У нас топ-10 мест Барселоны. Начинаем с Саграда Фамилия. Ирка забыла слова. Что еще нам здесь заснять? Черные вдовы? Или черные... Какой вдовы Котя? Черная дева. Черная дева. Ирка сказала, что она бум-бум колокола вставит. Отдельно. Хорошо. Мы... Подожди, она же включается. Она уже включила записывать. Напротив храма Святой Евлалии есть гостиница «Колон». Я забыл. Я потерял мысль, я думаю о другом. Давай, ты говори полностью. Нам какой номер нужен? 47-й. А он только что уехал. На той стороне? Билеты также можно купить онлайн, либо вот в таких вот будках. Одна из таких... Я не знаю, что говорить, все уже исчерпалось.